Как думаете, какой из этих увлажнителей лучше? Я решил сделать полный обзор этих двух увлажнителей, пока они оба у меня есть. Но один из них я все же хочу продать. Причина довольно нестандартная, о ней немного позже. Пользовался я каждым из этих увлажнителей более 6-7 месяцев, наверное. И поэтому сегодняшнее обзорное сравнение будет не тупыми сухими цифрами, составленными маркетологами, а моим личным опытом использования. У каждого из этих увлажнителей есть свои достоинства и недостатки. Они оба могут подключаться к Wi-Fi и управляться через приложение Mi Home. Также эти увлажнители можно добавить и в альтернативные умные дома, например, в OpenHub. Об этом уже было видео на моем канале номер 10. Потом можете его посмотреть. Это у нас ультразвуковой увлажнитель первой версии, а этот увлажнитель у нас естественного типа испарения второй версии. Этот я буду для простоты называть круглым, а этот увлажнитель я буду называть квадратным. Ну что ж, начнем. На характеристиках, заявленных производителем, я подробно останавливаться не буду. Эту информацию уже 150 раз перемыли во всех видео на YouTube. Вот она у вас перед глазами. Ставьте видео на паузу, читайте. Ну а мы продолжим дальше. Принципом работы этого увлажнителя служит создание водно-воздушного аэрозоля, разбиение воды на очень маленькие капли ультразвуком и испарение их в окружающий воздух, тем самым увеличивая площадь испарения воды, а уже в воздухе эти капли испаряются, переходя из жидкого состояния в парообразное, тем самым повышая влажность воздуха. Кстати, процесс перехода из жидкого состояния в газообразное происходит с поглощением тепла, поэтому возле такого увлажнителя можно ощущать небольшую прохладу. Аналогию работы ультразвукового увлажнителя можно провести вот с такой штукой. Сравнение, конечно, грубое, но принцип тот же. А работает этот увлажнитель следующим образом. Вода заливается вот в этот бак. Можно заливать сверху, а можно отнести этот бак в ванну и набрать непосредственно из-под крана. Так вот, вода, залитая в этот бак, порциями поступает в этот отсек. Здесь находится электромагнитный клапан, который периодически открывается и спускает воду сюда. Вода поступает вот в этот отсек. Тут расположен датчик уровня воды. Вот это плавучая шайба и есть этот датчик уровня воды. И когда воды становится меньше, датчик подает сигнал на контроллер, и тот открывает электромагнитный клапан, и вода стекает сюда из верхнего резервуара. Далее вода поступает вот в этот резервуар с ультрафиолетовой лампой для обеззараживания. Если вы думаете, что это просто маркетологи молодцы впихнули сюда эту лампу, так вот, в защиту этой идеи скажу, что тут реально стоит большая лампа, а не какой-то светодиодик. И по пожелтевшим за полгода стенкам этой камеры тоже можно сказать, что жарит эта лампа довольно хорошо. Далее вода стекает к ультразвуковому генератору, где и разбивается на мелкие капли путем колебания этой пластины с высокой частотой. Получается водный аэрозоль, который выдувается вентилятором, расположенным вот здесь, через вот это отверстие. У квадратного увлажнителя совершенно другой принцип работы. Тут испарение происходит естественным путем, внутри крутится диск, который смачивается водой и обдувается воздухом. Сравнить это, наверное, можно вот с таким процессом. В этот увлажнитель вода заливается в нижний резервуар, можно заливать прямо через верх, а можно отнести нижний бак в ванную и там набрать из-под крана воду. В этом резервуаре расположено 36 вращающихся дисков. Они нуждаются в очистке хотя бы раз в несколько месяцев. Разбираются и собираются они без особых проблем. И датчик уровня воды. Этот датчик вынимается подобным образом. Иногда его нужно тоже чистить. Эти диски имеют ячеистую фактуру, которая способствует лучшей смачиваемости этих пластин. Пластины приводятся в движение вот этой вот шестерней и обдуваются вот этим тангенциальным вентилятором. В народе просто беличье колесо. Вот такой принцип работы у этого увлажнителя. Теперь об общих функциях этих двух увлажнителей. У обоих увлажнителей есть по 3 скорости работы, которые можно задать вручную.
Также есть и автоматический режим. Они могут быть включены как кнопками на корпусе, так и через приложение Mi Home. Тут можно выставить желаемую влажность, и увлажнители будут стараться ее поддерживать. Но тут есть и один момент, так как датчики влажности находятся максимально близко к источнику самой влажности, у круглого увлажнителя он находится вот тут внизу, а у квадратного вот тут возле решетки воздухозаборника, то эти датчики слегка врут в пределах 5-10%. Можно, конечно, использовать внешний датчик от Xiaomi, или можно просто закрыть глаза на эту погрешность. А также из общих функций у них родительский контроль, можно заблокировать все кнопки на корпусе и управлять только с телефона. Настройки яркости подсветки кнопок и индикаторов. Уведомления о перекидывании. Если опрокинется увлажнитель, то вы сразу получите уведомления в приложении Mi Home. Это были одинаковые функции этих увлажнителей. Теперь об отличающихся функциях. У круглого увлажнителя на самом деле 4 скорости работы. Есть еще турборежим, но он включается только с кнопки на корпусе путем ее долгого удержания и не предназначен для постоянной работы, так как вокруг увлажнителя все становится мокрым со временем. У квадратного увлажнителя такой функции нет, зато у него есть нормальный датчик уровня воды, который может показывать в процентах, сколько сейчас воды находится в увлажнителе, а круглый сообщит только когда вода закончится полностью, а сколько ее сейчас вы сможете узнать только через вот это окошко и больше никак. Также у квадратного увлажнителя есть встроенный Bluetooth, и он может выступать Bluetooth шлюзом для устройств и датчиков Xiaomi. У круглого такой фишки нет. У квадратного увлажнителя есть еще одна прикольная фишка. При заливке воды сверху не видно, когда бак полностью наполнится. Так вот, увлажнитель даст об этом знать звуковым сигналом. После этого сигнала больше лить воду не следует, а то потечет через края. Сейчас я вам дам послушать, какой шум издает круглый увлажнитель. Это первая скорость. Вторая скорость. Третья скорость. Теперь квадратный увлажнитель. Первая скорость. Вторая скорость. Третья скорость. А теперь кто громче? У круглого увлажнителя есть еще один неприятный момент. Это клацание электромагнитного клапана, когда он спускает воду в нижний отсек. Днем этот звук не особо-то и слышно, а вот ночью уже начинаешь обращать на это внимание. В целом, оба увлажнителя довольно тихие на маленькой и средней скорости и не доставляют никаких неудобств даже ночью. На высокой скорости лучше их использовать днем. У круглого увлажнителя еще присутствует противный звук капания воды, квадратного только монотонный шум от вентилятора. Измерим энергопотребление этих двух увлажнителей. Интересно ведь, сколько какой тратит электричество на свою работу. Начнем с квадратного. При первом включении он тратит чуть больше 1 Ватта. На первой скорости около 3 Ватт. На второй скорости еще на 300-400 мА потребление возрастает. На максимальной скорости увлажнитель уже тратит около 4,5 Ватт. Это, я вам скажу, довольно круто. Поэтому он у меня работает 24/7 без остановки. После выключения в ждущем режиме он потребляет 2,4 Ватта. Почему именно так, я так и не понял. Для ждущего режима многовато как-то.
Теперь проверим круглый увлажнитель. Кстати, у него блок питания вынесен отдельно от основного корпуса. Это скорее всего связано с расположением емкости для воды. У круглого вода находится сверху и при протечке может попасть на элементы под высоким напряжением, так что это скорее всего связано с мерами предосторожности. Ну что ж, включаем в розетку и наблюдаем. При первом включении потребление в ждущем режиме чуть больше 1 Вт. Теперь первая скорость. У этого уже побольше будет расход электроэнергии, аж 14 Вт. На второй скорости он тратит почти 20 Вт. На третьей скорости потребление доходит до 30 Вт. Это почти в 7 раз больше, чем у квадратного увлажнителя. Ну и в турборежиме этот увлажнитель расходует все 36 Вт. Такой расход электроэнергии вызван работой ультразвукового генератора. Что поделаешь, столько ему надо для работы. Теперь тест на производительность. Суть этого теста такова. Я налью одинаковое количество воды в оба увлажнителя и включу их по очереди на пару часов. А после этого солью всю воду и посмотрим, кто потратил ее больше за время работы. Первым добровольцем будет квадратный увлажнитель. Заливаю в него 2 литра воды. Перед включением запишем показания влажности. Сейчас 38%. Датчик влажности будет находиться в другом углу комнаты, чтобы измерение влажности было более честным. В общем, закрываю все окна и двери в комнате, включаю увлажнитель и иду гулять на 2 часа. Итак, спустя 2 часа мы имеем 49% влажности. Влажность выросла на 11%. Теперь солью всю воду из увлажнителя и посмотрим, сколько он потратил за это время. Так, литр точно остался. Освободим тару и продолжим. Итого осталось 1,7 литра воды. То есть увлажнитель израсходовал 300 мл воды, чтобы поднять влажность с 38 до 49% за 2 часа в помещении площадью 19 квадратных метров. Ну ок. Давайте теперь посмотрим, что сможет круглый увлажнитель. Условия будут те же, тоже 2 литра воды, 2 часа времени, окна и двери тоже закрыты, датчик влажности также в другом углу комнаты. И даже стартовые показания влажности я старался сделать такие же, тоже 38%. Ну что ж, включаю второй и опять иду гулять на 2 часа. Время вышло. Проверяем. Влажность поднялась до 52%, то есть стало на 14% больше. Кстати, обратите внимание на показания датчика взвешенных частиц PM2,5. Его показания просто конские, и если бы они были не от микрокапель воды, то я бы уже, наверное, искал противогаз. Интересно, сколько там воды ушло? Литр точно остался. Ну и отсюда тоже надо слить всю воду, чтобы был честный результат. Ну вот, осталось почти 1,5 литра воды, а пол-литра ушло на увлажнение воздуха. Думаю, тут и коню понятно, что круглый увлажнитель имеет большую производительность, чем квадратный. Но при этом он за 2 часа потратил 60 Вт-часов электроэнергии, а квадратный только 9 Вт-часов. А это довольно большая разница. Подводя итоги всего вышесказанного, можно обозначить определенные плюсы и минусы каждого из этих увлажнителей. Плюсом круглого увлажнителя, несомненно, является его производительность и наличие ультрафиолетовой лампы. Минусами, скорее всего, будет неприятный звук капания воды на максимальной скорости, распыление воздуха всех примесей, которые находятся в воде, возможность белого налета на мебели, также требовательность к воде вообще этого увлажнителя
и то, что он сводит с ума датчик пыли PM2,5. Плюсами этого увлажнителя, несомненно, является его нетребовательность к воде. В этот увлажнитель можно заливать абсолютно любую воду, хоть из-под крана. Я, в принципе, так и делаю. Из этого, конечно, может появиться небольшой желтый налет внутри этого увлажнителя, но он ни на что не влияет. Также этот увлажнитель может очищать воздух, хоть немножко, но тоже приятно. Уровень шума при работе этого увлажнителя меньше, чем у этого, точнее нет вот этого противного капания воды. Также этот увлажнитель может являться Bluetooth шлюзом для других устройств Xiaomi. Плюс этот увлажнитель тратит намного меньше все-таки электричества, чем этот увлажнитель. И в нем находится нормальный датчик уровня воды. Минусами же, конечно, этого увлажнителя будет его производительность. В отличие от ультразвукового, он немного слабее увлажняет воздух. И отсутствие у ультрафиолетовой лампы у этого увлажнителя тоже небольшой минус, хотя этот увлажнитель не выбрасывает воздух вместе с водой все вещества, которые в ней находятся, в отличие от этого увлажнителя. Если хорошо подумать, то тут нет явного претендента на первое место. Оба увлажнителя хороши, но со своими особенностями, которые для каждого человека могут иметь свою важность. Я бы себе, пожалуй, оставил оба этих увлажнителя, если бы не одно «но». У меня аллергия на ультразвуковые увлажнители. Что за бред, спросите вы? Какая нахер аллергия на увлажнители? Как вообще такое может быть? Погодите, сейчас я вам все объясню. Так уж сложилось, что у меня есть аллергия на цветение и пыльцу разных растений и деревьев. Поэтому я не особо люблю весну, когда начинается насморк и кашель, да и вообще все прелести этого мероприятия. Так вот, оказывается, мой организм реагирует на эти микрокапли от ультразвукового увлажнителя, как на пыльцу, так как эти микрокапли практически одинаковы в размере с этой пыльцой. Звучит это странно, и я сам долго не мог понять эту зависимость, когда при включенном увлажнителе у меня начинался насморк. Но загуглив эту проблему в интернете, оказалось, что я не один такой. Оказывается, есть много людей с подобной реакцией на ультразвуковые увлажнители. В основном это люди тоже с какой-то аллергией на пыль, на животных, на пыльцу. В общем, с аллергией, которая как-то воздействует на органы дыхания. Так что, если у вас есть какая-то аллергия, задумайтесь о правильном выборе увлажнителя. Также ультразвуковой увлажнитель сбивает с толку датчик пыли PM2,5, который, кстати, установлен в очистителях воздуха от Xiaomi. В принципе, только из-за этого я хочу продать круглый увлажнитель, а так он ничем особо не уступает квадратному, хотя выводы делайте сами. На этом пока все. Надеюсь, эта информация поможет вам сделать правильный выбор. Не забывайте ставить лайки и дизлайки, оставлять свои пожелания и замечания в комментариях, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Алексей, канал Room 31. До встречи в следующих видео.